Мне кажется, что у всех у нас сбылся самый страшный детский страх. Человек адаптивен, наша психика действительно привыкает. Другой вопрос, что это не бесплатно. Как психологически человеку сохраниться? Помнить, что это не мы ненормальные, а это ситуация ненормальная. У нас нормальная реакция на ненормальные обстоятельства. В России с чувством вины вообще не работают. Никогда ни в чем я не виноват. Все плохое, что я сделал, потому что они меня заставили. Это все они. Это они напали. Виноват не тот, кто подчинился, а тот, кто приставил нож. Может ли быть так, что это вот мы повторяем тот же самый урок до тех пор, пока не выучим его хорошо? Но все-таки мы верим, что когда-то это закончится, и когда-то надо будет жить дальше. У вас не появилось сейчас новых страхов? За себя, за близких? Они не могут нормально сделать примерно ничего. Репрессии у них тоже не получится. Они все украдут, все перепутают, расстреляют не тех. Краткосрочная мечта сейчас у любого, мне кажется, нормального человека может быть только одна, чтобы прекратили убивать людей. Мои знакомые психологи, они все говорят, что они работают прям все с утра до вечера. Самим им пойти некому, и они потом все сидят дома и плачут. Всех очень сильно кроет. Тяжело, потому что сами все в таком состоянии. Но нет, когда работаешь прям в процессе, то легче. Я просто вообще, в принципе, страшный пессимист. То есть я всегда говорю, как будет хуже, когда не ошибаюсь. Но в нашей стране это идеальный способ. После 2014 года я думала, что это то, что сейчас, это будет года через 3. То есть в каком-то смысле слова то, что это только через 8. Две категории людей в России. Те, которые истово поддерживают в Украине, и те, которые в ужасе от нее. Это две категории. И есть еще совершенно другие люди с другим набором проблем. Это люди, которые живут в Украине. Мне кажется, что у всех у нас сбылся самый страшный детский страх. Люди, которые непосредственно сейчас находятся в опасности, бегут, там, не знаю, сидят в подвалах и так далее, это все-таки люди вот в одной ситуации, да, им нужно все силы сосредоточить на том, чтобы сохраниться физически, сохранить своих детей и по возможности снизить риски развития ПТСР. Потому что любая такая острая ситуация, ее ужас не заканчивается в тот момент, когда последний выстрел отгремит. То, что ситуации опасные для жизни, или когда ты понимаешь, что в опасности твои близкие, делают с психикой, это имеет очень долгий потом травматический след. Часто, да, и развиваются посттравматические состояния, которые потом влияют на жизнь самого человека, влияют на жизнь его детей, как мы знаем по российской истории, влияют на жизнь его внуков, да, и пошло-поехало. Поэтому те, кто сейчас находится в непосредственной угрозе, их главная задача – это выживание физическое и по возможности сохранение себя, снижение рисков. Да, невозможно полностью избежать рисков развития ПТСР, но можно снизить эти риски для себя и для своих детей. Это те сообщения, которые я читаю просто с большим трудом, но нам часто пишут люди, которые нас смотрят, и они пишут: мы сидим в бомбоубежище в Харькове, и мы вас смотрим. Это тяжело читать, но с другой стороны, вот так удивительно, да, что они сидят в бомбоубежище и еще что-то смотрят при этом. Как это можно объяснить? Вот это странное 21 века, да, когда люди могут сидеть без еды под бомбами, но с интернетом. Ведь самое ужасное в таких ситуациях – это когда ты чувствуешь, что ты вообще один на всем свете, что вокруг только вот этот вой сирен там, и снарядов, и над тобой потолок этого подвала, и больше нет ничего на свете. Поэтому связь с миром, она, с одной стороны, она может когда-то ранить, что где-то есть люди, которые, как ни в чем не бывало, там, не знаю, где-то отдыхают, там, сидят в кафе, нормально живут своей жизнью. Но, с другой стороны, это возможность как-то чувствовать все-таки принадлежность к всему человечеству и возможность связи, возможность как-то рассказать о том, что с тобой происходит. Поэтому, мне кажется, в этом смысле интернет – это огромный такой ресурс защитный, да, и хорошо бы, чтобы он у людей был. А как быстро вообще человек может привыкнуть? Как быстро ребенок может привыкнуть спать под бомбежками? Психика адаптируется. Человек – самое адаптивное существо на этой планете. Да? Наш вид очень адаптивен. Собственно говоря, поэтому мы так и расплодились, да? И заняли все ниши, наши и не наши. Человек адаптивен, наша психика действительно привыкает. Другой вопрос, что это не бесплатно. Вся эта адаптация происходит не бесплатно в таких экстремальных ситуациях. Это все происходит за счет чего-то. Да, человеческая психика может выдерживать огромные нагрузки, но за это мы платим.
И здоровьем физическим, и снижением иммунитета, и вот этим самым посттравматическими состояниями. И есть разница, да? Адаптация – это когда стрессовая нагрузка для тебя посильна. Ну, там, не знаю, ты приходишь на новую работу, тебе нервно, ты не знаешь, как чего будет, ты какое-то время можешь там плохо спать, нервничать, переживать, но потом ты разобрался, как тут все, встроился, влился, и такая здоровая стрессовая нагрузка, которая развивает. Тот стресс, с которым мы сталкиваемся в ситуациях угрозы жизни или грядущей угрозы жизни, возможной угрозы жизни, здоровья, утрата имущества, разлучение с близкими, то есть такие, когда задействованы базовые потребности. Ничего особо развивающего в этом стрессе нет. Это стресс, который обычно такой сильный вызов для нашей психики. Она все равно с ним справляется, но часто она справляется с ним за счет, например, такого механизма, как диссоциация, да? То есть отсоединение от чувств, отсоединение от того, чтобы быть в контакте со своими потребностями. Ну, потому что если ты должен, бежать, например, с ребенком, да, из места, которое обстреливается, в место... Которое меньше обстреливается, да, ты не можешь в этот момент сесть, например, и плакать про то, какие мы несчастные, да, или там сесть и трястись о том, что с нами будет. Ты все это отключаешь, ты хватаешь этого ребенка, и ты просто бежишь, как заяц, да, пытаясь просто добежать, да, в этот момент не до контакта со своими чувствами и потребностями. Это в каком-то смысле правильно, да, то есть это правильно, но это не бесплатно. А дальше что происходит? Если эта ситуация какая-то не очень долгая, то есть вот ты так вот собрался, да, спасся, убежал, и все. После этого наступает уже контакт с чувствами и потребностями. Ты можешь плакать, тебя может трясти от того, что ты задним числом ты понимаешь, а если бы мы не убежали, а если бы попало, да, ты там вспоминаешь каких-то других людей, в которых попало, да, или там какие-то еще возможности, и тебя это все накрывает. И хорошо бы, чтобы в этот момент, когда тебя это накрывает, вообще, что у тебя была возможность, чтобы это накрыло, а накрывает оно тогда, когда ты в безопасности уже. Когда с тобой кто-то есть, когда тебя кто-то сочувственно может выслушать или просто, не знаю, завернуть тебя в одеяло, дать тебе теплого чая, да, и тогда тебя может трясти, ты можешь поплакать, да, или ты можешь потом провалиться в сон. То есть ты можешь из вот этого состояния супермобилизации выйти и снять его. Поэтому всем людям, которые оказываются в таких ситуациях, самое главное – это научиться жить в этом ритме мобилизации, релаксации. То есть стараться, как только непосредственная угроза миновала, стараться помочь себе и каким-то близким, которые от вас зависят, детям, все-таки получить сколько-то релаксации и расслабления. То есть максимально, насколько возможно, понятно, что возможности разные, да, но хоть как-то об этом позаботиться. То есть не пренебрегать ни малейшей возможностью что-то сделать для себя физически полезное и приятное. Да, там умыться, съесть лучше горячую еду, чем не горячую, выпить лучше горячий напиток, чем не горячий. Да, если максимально возможно в этих ситуациях мягкую, теплую постель, максимально возможно в этой ситуации комфортную, теплую одежду. Насколько это возможно. Да, то есть это, тут такая получается ситуация, что когда происходят такие события, нам кажется, что это все не важно. Тут такие события происходят, какая разница уж, где я там буду спать и что я там буду есть. Но это на самом деле жизненно важно. Потому что именно вот эти моменты какого-то покоя, пусть это будет там 15 минут, несколько часов, это то, что позволяет нам сохраниться, потому что все-таки мы верим, что когда-то это закончится и когда-то надо будет жить дальше. И в этом жить дальше мы придем либо такие вот уже забетоневшие, да, железные, в такой привычной диссоциации, либо мы сохраним способность быть в контакте со своими чувствами, быть теплыми, быть чувствующими. И, конечно, тогда мы будем лучше восстанавливаться и будем лучшими родителями для детей. Могут эти люди разговаривать со своими детьми? Или в этом моменте вообще невозможно разговаривать? То есть нужно только держать, спасать и все? По-разному бывает. Да? Кто-то бежит, а кто-то сидит, например. Да? Естественно, там, если люди сидят с детьми, например, в подвале там, ночь, вторую ночь, третью ночь, как они, естественно, они разговаривают. Самое важное для ребенка в данном случае по возможности не разлучаться со своими близкими.
Понятно, что это не всегда зависит от людей в таких обстоятельствах, но это, наверное, вот просто самое главное условие. Да? То есть по возможности, чтобы кто-то из близких был с ребенком. И дальше зависит состояние ребенка от того, насколько этот человек, ну, условно говоря, не теряет самообладание. Я вспоминаю здесь вот Тортона Уайлдера, да, который писал про римлянок, да, что их лицо не изменит, ну, я по памяти цитирую, да, что их лицо не изменилось бы, даже если бы камни падали с неба. И поэтому их дети очень уверенные в себе и спокойные. Да. Если мама уверена в себе и спокойна, то ну, камни падают с неба, может быть, да. Так было задумано, да. Эта мысль в такой несколько утрированной, ну, для меня слишком утрированной форме выражена в фильме «Жизнь прекрасна» итальянском, про там, папу, который представил концлагерь как игру. Для меня это перебор, пожалуй, да. Да. Но мысль в каком-то смысле слова здравая. У ребенка, особенно если мы говорим про маленьких детей, понятно, что дети там 10 лет и старше, у них вот там уже свое какое-то мнение. Но если мы говорим про маленьких детей, то у него нет никакой экспертизы про то, как должно быть. И насколько вообще там опасно, не опасно. Кроме непосредственного воздействия, когда на него непосредственно воздействует там, сильный звук или там, непосредственно ему там, больно, холодно и так далее, он не может сам по себе понимать, насколько плохо то, что происходит. Для него единственный источник информации, вызывающий доверие, это его близкие. Поэтому очень сильно зависит от них, насколько он будет перепуган. В тех ситуациях, в которых, ну, понятно, что нет, опять-таки, прямой угрозы. Потому что, когда действительно прям рядом там что-нибудь взрывается, ну, тут уж не до разговоров. Если говорить о тех людях, которые смотрят эту в своих социальных сетях, не в своих социальных сетях, в каких-то мессенджерах, что происходит у них в голове? То есть, ну, вот мы какое-то время назад, там, пару недель назад, мы вдруг оказались перед очень очевидной угрозой ядерной войны. Все вдруг про это заговорили, это как-то стало очень близко. А с другой стороны, это абсолютная беспомощность. Ты по-настоящему ничем не можешь помочь. И от этого возникает и чувство вины, и злости, и апатии, и там всего остального. Ну да, то есть мы столкнулись с очень острым стрессом. То есть, по сути, что такое стресс? Это когда все меняется, и ты должен адаптироваться к новой реальности, которую ты пока не знаешь, в которой ты пока не понимаешь, как все устроено. Ты как-то жил, как-то приспособился, как-то примерно понимал, что к чему, да, и какие тут правила. И вдруг все в тартарары. При этом, скажем так, в нашем случае это не какое-то событие, которое раз произошло, и после этого мы к нему адаптируемся. Мы продолжаем быть в состоянии свободного падения. То есть этот стресс, это не то, что вот он закончился, и теперь мы как-то перевариваем это. Да? Мы не знаем, куда это еще может привести, как далеко это может зайти. Это очень осложняет. То есть такая степень неопределенности, мы не можем... У нас как бы психика буксует немножко, да, потому что она не может перейти вот к... Ну хорошо, вот случилось, там, не знаю, ураган пролетел, что-то разрушил, давайте смотреть, что разрушилось, что уцелело. Ураган, вот мы даже не понимаем еще, это только его начало, там, треть, середина, что, да. И понятно, в этой ситуации все вот эти вот чувства, они вперемешку. И бессилие, и гнев, и желание вот так вот спрятаться. И можно выясниться, что это все мне приснилось, да, и все вот это вот. Но в целом, вот вы сказали, что есть люди, которые поддерживают, есть люди, которые в ужасе. На самом деле, конечно, и тех, и других меньшинство. Есть некоторое число, которое поддерживает, есть некоторое число, которое в ужасе, и есть, как обычно всегда, да, ну, вот у нас это гусяна, есть большинство, которое понимает, что происходит что-то не то, но пока не очень понимает, что и насколько не то. Да? То есть они пока не высказываются, мы пока их не слышим. Они пока говорят, ну, может быть, все не так страшно, может быть, это все как-то разрулится, ну, наверное, они понимают, что делают, ну, с одной стороны, с другой стороны, у каждого своя правда, да, то есть пока они находятся вот в таком невысказавшемся состоянии. Это потому, что они боятся?
Нет, не обязательно. Ну, конечно, тут частично есть и страх, да, потому что мы все социальные существа, и мы все вот эту максимум не стой на пути у высоких чувств мы как бы спинным мозгом знаем, да, потому что и в этом смысле групповое давление – это опасная вещь, и мы все знаем, как страшно против него идти. Частично боятся не группового давления, а прямой какой-то власти и возможных каких-то с ними последствий. Но пока в основном, мне кажется, просто это такое отсутствие пока ориентации в новой реальности. Потому что люди не очень следили за этим, не очень вникали, что там, что-то там происходило, да, живут своей частной жизнью. Я просто очень хорошо помню вот эти события 2014-2015 года, когда для меня все это началось тогда. Поэтому мне там странный вопрос, где вы были 8 лет. Собственно говоря, там, да, то есть для меня это все началось в 2014 году. Весь вот этот ужас, который сейчас многие описывают, для меня он был тогда. Потому что у меня очень много связей с Украиной, таких вот дружеских и по работе. Я последние несколько лет, перед 2014 годом, очень много там работала, у меня огромное количество приемных родителей. Там же очень активно развивалось семейное устройство, гораздо раньше активнее, чем в России. И, в общем, я там несколько раз в год там бывала и работала. Огромное количество у меня было очень близких там друзей, людей. И вот весь этот самый 2014 год, когда там все эти говорили, что сейчас пойдут танки на Киев, и мои друзья сидели и писали в интернете, там, прощались, потому что они говорили, если пойдут танки, мы под них ляжем. И прощались со своими там друзьями. Это еще живой журнал тогда был. И для меня вот все тогда, вот эта вся вина, вот это все тогда выгорело, да, сейчас у меня уже. То есть у вас сейчас ретравматизация? У меня сейчас просто, такая вот холодная ярость, да, у меня сейчас, вины у меня сейчас нет, потому что все, что я тогда могла сделать, чтобы что-то донести до соотечественников, да, вот сорвав вообще все, да, я сидела просто с утра до вечера за компьютером, пыталась что-то объяснить и донести, да. Не получилось, судя по всему. Очень немного, да, то есть были какие-то люди, которые писали осторожно в личку, да, что, знаете, что я вас почитала, ваши тексты, и поняла, что, наверное, может быть, я изменил свое мнение, да, но, может быть, там был кто-то еще, кто не написал, да, но, конечно, тогда было очень сложно, потому что вот эта история про то, как это легко все досталось, она очень была такая соблазняющая, развращающая. Да, что вот быстренько перешли к ликованию. И я думаю, что они в этот раз тоже на это рассчитывали, что мы очень быстро, дня за 2-3, перейдем к ликованию. А что изменилось? То, что Украина сопротивляется. У них не получилось за 2-3 дня перейти к ликованию. Но это же еще и вопрос про понимание психологии людей. Да, они не понимают по двум причинам. Первое – это вот отрезание всей обратной связи. Собственно говоря, вся история этого режима – это история про отрезание обратных связей. Да? Все вот эти уничтожения СМИ, там, запрет на то, на сё, на 5, на 10, ни то не скажи, тут не дунь, тут не плюнь. Это история про отрезание обратных связей. Когда в какой-то момент ты так... я не знаю, можно же поотрезать все обратные связи себе так, что ты в итоге будешь общаться только с теми, кто говорит то, что тебе нравится. И про все остальное просто не будешь в курсе. А вторая часть этой проблемы, понимаете, те люди, которые принимают эти решения, они по своему просто психотипу, они не понимают, как можно... так же, как они не понимают НКО, так же они не понимают украинцев. Им нечем. У них нет этого места, которым можно понять людей, которые, там, не знаю, за какие-то идеалы, да, за что-то там. Им нечем, да. Они Поэтому, да, они не понимают. Я думаю, что они предполагали, что это как-то все будет быстро. Как сейчас родители в России должны разговаривать со своими детьми, в том числе пытаясь их обезопасить от каких-то рисков в школе, в институте, еще где-то? Что сейчас должны родители говорить так, чтобы это было и правдой, и... Слушайте, я думаю, тут надо не устраивать все-таки какие-то там самосбывающиеся пророчества, да, потому что если мы будем верить, что у ребенка будут серьезные угрозы, у ребенка, да, не от того, что он, выйдет на митинг, а от того, что он что-то там скажет одноклассникам или в классе,
мы таким образом будем эту паранояльную картину мира уже со своей стороны подпитывать. Ну, все-таки нормальная реакция на это недоумение, это не... это как сейчас там обсуждение, а будет ли мне что-то за то, что я пользовался Инстаграм. Слушайте, давайте как-то это со своей стороны паранойю не накачивать. Все-таки для начала давайте не обольщаться на тему могущества наших нынешних властей. Они не могут нормально сделать примерно ничего. Репрессии у них тоже не получится. Они все украдут, все перепутают, расстреляют не тех. И вообще выяснится, что все сбежали и все украли. Да? Поэтому тоже не надо... Понятно, что все это будет нарастать, понятно, что ситуация не веселая в общем и целом, да, и тут какой-то, может быть, юмор даже немного защитный, но все-таки давайте хотя бы со своей стороны не раскручивать, и ничего не будет от того, что ваш ребенок что-то там скажет. Но говорить про это надо дома? Я не знаю. Зачем ребенка приглашать в ненормальную картину мира? Где ты должен заткнуться и говорить... Нет, вообще говорить о том, что происходит. Говорить о том, что происходит. Заткнуться. В зависимости от того, как у вас там спрашивает ребенок, не спрашивает, какого он возраста и так далее. Подождите, в школах есть уже урок, ввели урок, значит, там рассказывают про спецоперацию. Должна ли быть дома какая-то другая точка зрения или поддерживающая? Вообще этот разговор должен состояться? Кто тут может сказать, что что-то должно, да? Если у родителей есть такая потребность. Люди же разные, семьи разные. Приходит ребенок, говорит: мам, у меня не грузится Brawl Stars. Brawl Stars не грузится, потому что его забанили, значит, создатели в России. Угу. Что нужно ему сказать в ответ? Объяснить, как вы сами это понимаете. То есть объяснять, как бы вы объяснили что угодно, да, другое, там, я не знаю, погоду, любые события. Мы объясняем детям мир в той степени, в которой мы сами это понимаем. Может быть, мы сами не все понимаем. Может быть, мы сами ошибаемся. Как можем, так объясняем. А если мы люди с трагическим видением ситуации, типа как я, должны ли мы погружать детей в это? Мне кажется, что тут что важно, да, это воздержаться от того, чтобы делать из ребенка такого как диверсанта, да, маленького там Ваню-разведчика, который пойдет в стан врагов, и там, значит, будет... Да, все-таки это не детское дело, это не... не надо нам тут пионеров-героев, да, это не детское дело. Взрослые тут много чего неправильно сделали, да, им и разгребать. Но, безусловно, вы имеете право говорить своему ребенку про все на свете, про то, как устроен мир, про то, есть ли Бог, про то, что такое любовь, про то, почему весной птички прилетают, то, что вы сами про это думаете, насколько вы про это знаете. Кто, насколько, как сам может. Тот так и говорит. И совершенно точно не надо по этому поводу устраивать ребенку какие-то двойные реальности, где вот это мы говорим, а там ты не говори, а там и так далее. Слушайте, зачем это? Да? Ничего такого ужасного не происходит. Мы тут больше себя пугаем, чем... хорошо, скажет ему какая-то учительница, как тебе не стыдно, Вася, так говорить в то время, как там... дальше что? Вызовут родителей. Пока у нас нет случаев, когда там, не знаю, угрожали бы отобранием детей. Я надеюсь, что до этого уж совсем не дойдет. Да? То вызовут родителей, скажут в школе, скажут им: ай-яй-яй, почему ваш Вася так сказал? Они там пожмут плечами. И что? Мне кажется, нужно как-то немножко меньше самим в это играть и вот в эту паранойю включаться. Тут уж без нас хватает, знаете, параноиков. И вот люди, которые горячо поддерживают, они, по-вашему, то есть не все из них по-настоящему горячо поддерживают, а кто-то это делает из просто желания быть в хоре спасительным? Я думаю, что там разные есть. Тоже, наверное, есть разные. Я не очень хорошо и близко их знаю, потому что там многие сейчас говорят, что вот какой кошмар, там некоторые мои знакомые. У меня нет таких знакомых. Ни одного. То есть, правда, нет. Да? Если говорить близко знакомых, не в смысле, что я просто знаю, как человека зовут, там, да, когда-то с ним здоровалась. Если сколько-нибудь близкий круг, у меня нет сейчас ни одного знакомого, который бы это поддерживал из моего круга. Как это вы так сделали? Не знаю. Это как бы факт. Опять-таки, потому что это было тогда. Я рвала эти связи тогда. Тогда я с кем-то переставала общаться, потому что это было... я поняла, что это невыносимо просто для меня вот это все слушать. А мне, вы знаете, ужасно невыносима история, в которой мне кажется, что вот наши горизонтальные связи, не в смысле там рабочие какие-то или такие вот взаимовыгодные, да, а горизонтальные связи внутри общества, они вообще потеряны. Есть целые острова, между которыми нет связи. Да, так и есть частично, да. Просто у людей же очень разное еще и место в этом обществе, и очень разное
очень разная как бы такая база, на которую они опираются. То есть если говорить про тех, кто там поддержит, но опять-таки я не проводила исследований, да, я не проводила опросов, я не могу сказать, я даже их не очень много видела в таком непосредственном общении, там, только не считая каких-то там комментариев в интернете. Есть люди, это самая такая неинтересная категория, которые там, не знаю, говорят то, что велело начальство. А вам кажется, это неинтересная категория? Потому что мне кажется, что это очень интересная категория в том смысле, что они же мучаются. Но они же не хотят такое говорить. Ну, слушайте, взрослые люди, их не расстреливают, поэтому чего уж. Те, кто сейчас говорят, те говорят не подумав, там, прям скажем, да, те говорят за какие-то там свои привилегии, не знаю, там что-то еще. Ну, честно, Учителя. Это другое. Есть люди, которые думают, например, понимают, что то, что они говорят, плохо, но говорят плохо. Да, это прям, люди, которые пошли на сделку с совестью, они там с собой договорились. Если честно, это неустойчивая категория. То есть человеку некомфортно чувствовать себя продажным. Очень мало кто может так вот годами жить, думать, вот я какой продажный, да, там говорю одно, думаю другое, зато мне за это деньги платят. Это для психики это как вот, шарик на холмике, да, это неустойчиво. Начинают работать защитные механизмы. Либо ты отсюда уходишь и понимаешь, что нет, так сказать, сам себе дороже, либо ты начинаешь сам себе внушать, что не так уж это и неправда. А если вот с этой стороны посмотреть, а если тут, а вот так, а вот был пример, а вот они, а вот... и начинает подверстывание всяких разных историй с таким заматыванием сути. Да, то есть вот я смотрела ваше интервью с вот актрисой, да, она же говорит такой вот этот текст, она довольно точно воспроизводит, что там из телевизора текст, да, там же перемешаны какие-то реальные вещи, да, факты, не факты, что-то вперемешку. Ты с чем-то споришь, а тебе в ответ что-то, с чем сложно спорить, да, там, а вот Америка там в каком-то году, да, Америка в каком-то году, да, и вот это все как бы подрывает ту основу, которая тебе важна, потому что вот именно в этом месте у тебя там какое-то этическое к этому отношение, да, и для того, чтобы подняться на метауровень и сказать, сори, а какая связь между тем, что Америка в каком-то году и тем, что сейчас происходит, да, то есть, да, эта связь есть для историков, мы можем говорить, что если бы там они не так, то там этим было бы сложнее и так далее. Но каким образом то, что то было плохо, делает это хорошим? Как? Да? Но для того, чтобы вот так на метауровень выскочить, да, и вот это сопоставить, нужно какой-то все-таки некий ресурс такой когнитивный, который не у всех есть. А гораздо легче вот рассуждать на вот этом уровне. Вот они, а мы. И это такой немножко... детский сад, может быть, да, но, собственно говоря, эти конструкции когнитивные, они, собственно, никуда не деваются. До детского сада они с нами остаются, да. У нас в идеале нарастают какие-то другие, но эти тоже нам доступны. И вот так они себя уговаривают, и через какое-то время некоторые становятся святей Папы Римского, и, собственно говоря, мы наблюдали такие, да, проявления, и уже там в первых строках. Есть люди, которые просто, как говорится, органчик, да, был у Салтыкова-Щедрина, был такой прекрасный. Просто органчик, да, то есть они просто всегда пересказывают то, что говорят начальство, да, завтра им поменяйте, они даже не заметят, они будут точно так же говорить, таких немного, но такие тоже есть, да, вот, например, мне кажется, в Госдуме представлены в количестве такого рода товарищи. Вот. В большинстве случаев люди пытаются в этой очень дискомфортной ситуации за что-то уцепиться и как-то пытаются защитить свою психику от непереносимости вот этого, да. За что пытаются цепляться? За, например, рационализации. А вот давайте рассмотрим, чьи здесь интересы, а вот, может быть, это заговор, может быть, это все не случайно, а может быть, это все а с другой стороны. Вот это все исторические идут примеры, аллюзии и так далее, да. Тоже все как-то полегче, да, когда ты вот в этих рассуждениях, все ты в эту бездну не проваливаешься. Кто-то пытается цепляться за вот это вот. Давайте не паниковать, давайте не истерить, давайте, а что ж теперь вешаться, что ли? Давайте как-то, в общем, продолжать жить, да. И оно всегда же, понимаете, оно всегда такое частично разумное. Это же, в принципе, разумная идея, да, давайте не вешаться, а продолжать жить. Так же, как про исторические аллюзии и параллели. Тоже в этом есть же разумное. Но
Цель всего этого, на самом деле, просто, чтобы не было так мучительно больно. Да? Поэтому в разумном там есть вот эта вот защитная цель. Там, кто-то пытается в какие-то общежалостливо-гуманистические, да, вот всех жалко. Давайте отвлечемся от оценок, кто прав, кто виноват, кто там преступник, кто жертва. Да? Давайте вот всех жалко, все, в общем, конечно, пострадавшие. Все это как бы имеет право на существование, потому что нужно же как-то справляться. То есть стратегия у всех категория одна – это выжить? Сейчас пока не у всех задача стоит прямо выжить. Задача стоит я имею в виду находиться в той реальности, в которой мы оказались, при этом не умирать каждую секунду от того, что она ужасна на самом деле, и при этом как-то сохранить себя и чувствовать себя хорошим человеком. Любому человеку хочется себя считать хорошим человеком. Да? Мало кто может тут жить с такой идеей, я циничная сволочь. Есть тоже такое, но это очень небольшой, к счастью, процент популяции, да, это такие отдельные товарищи. Оказалось же еще, что мир, который каждый человек воздвиг вокруг себя, и мы все, как страна, как общество, воздвигли, он оказался настолько хрупким, что даже, кажется, невозможно было себе этого представить. То есть он разрушился за несколько недель полностью. Да. Я за последние несколько лет много раз, какие-то у меня были такие лекции, вебинары, всякое такое на тему, к чему готовить детей, как готовить детей к будущему. Потому что, конечно, того, что сейчас происходит, наверное, никто не мог прям в этом виде предположить. Но было же уже какое-то время такое ощущение, что все как-то пошло в движение, да, какие-то тектонические плиты начали двигаться, да, и что-то меняется, и непонятно куда и что. И, соответственно, у родителей была тревога, и они часто задают такие вопросы. И на каком-то таком поверхностном уровне мысли мечутся, типа английский учить или китайский, такого рода, да, как бы прагматические решения, или soft skills развивать, или что-то еще. И я так в шутку говорила на некоторых этих лекциях, что, знаете, мы же не знаем, может, ему надо программирование учить, а может ставить силки на кролика и добывать огонь трением. Кстати, вот сейчас, похоже, мы в ситуации, когда и то, и другое, да, нужно. Если у тебя программирование, ты можешь хорошо и легко эмигрировать, а если все-таки это не поможет, то, силки на кроликов, план «Б». То есть, оказывается, ответ, видите, был какой. Нужно было и то, и другое. Мы можем опереться на что? Мы можем опереться на свой внутренний стержень, на ценности. Это то, что с нами. Это то, что у нас невозможно отнять. То есть, если мы говорим про любой кризис, по сути, какая задача перед нами стоит в кризисе? Во-первых, понять, что мы потеряли, понять, перечислить, сделать инвентаризацию, оплакать, проститься, пустить в свое сознание, что этого больше не будет. Вот этот список, что мы потеряли, он должен начинаться с душевных вещей или с материальных? Как получится. В данном случае... честь, совесть и деньги, и Макдональдс, это Нет, в одном честь, ряду? совесть потерять из-за внешних обстоятельств невозможно. Да? Давайте не путать. Ага. Да? Мы сейчас говорим о том, что мы потеряли из-за внешних обстоятельств. Кто-то Макдональдс, кто-то безопасность, кто-то все деньги, кто-то близких, кто-то жизнь. Кто жизнь, тот уже ничего не сможет, да, оплакать, только его будут оплакивать. Жизнь близкого тоже. Жизнь близкого, да, дом, не знаю, планы, проекты, образование. Мы в таком лайт-версии это проходили в ковид, когда вдруг мир остановился, и вдруг выяснилось, что там полетели отпуска, планы, учебы, проекты, еще что-то. А для кого-то и вся жизнь закончилась. Кто-то здоровье потерял, да, и до сих пор лечится от постковида. Кто-то еще что-то, да, кто-то деньги, кто-то бизнес, кто-то что-то. Но мы тогда еще не знали, что это, как называется про кино? Трейлер. Тизер, да. Тизер, да, вот. Мы тогда еще не знали. Вот это все, значит, да, оно теряется. И эта работа долгая. Про кучу всего мы даже еще пока не знаем, что мы это потеряли. Потому что не до этого было, не успели про это подумать, не поняли, что это будет с этим связано, или пока еще не долетело, да. То есть это будет одна часть вот этого процесса. И очень важно это делать, потому что зажмуриваться здесь плохая идея. Зажмуриваться, делать вид, что Кока-кола, без нее обойдемся, да, все остальное нормально. Понимаете, когда люди зажмуриваются, они застревают в стадии отрицания. Mm-hmm. Стадия отрицания – нормальная реакция на стресс. Мы не можем сразу прям
мозгом об тейбл, да, всем собой об эту реальность удариться. Это было бы непереносимо. Поэтому всегда психика делает прокладку. Вот случилось, но мы не сразу, это все прямо на нас обрушивается. Мы немножко сначала в такой дереализации. Да, вот это чувство, которое все прошли, по-моему, через это за эти дни, да, когда да не может быть, да не могли же они, да как это так, да, наверное, это все скоро закончится, да, наверное, это вообще мне приснилось. Да, то есть вот эти все идеи, они нормальная такая защитная прокладка. И эта прокладка, она более или менее толстая или тонкая в зависимости от общей ресурсности человека. То есть кто-то может быстрее позволить себе пройти вот этот обезболивающий период и таки столкнуться с реальностью, начать думать, что-то делать. Кому-то совсем страшно. Или не хватает понимания, не хватает поддержки, не хватает в широком смысле слова ресурсов для того, чтобы прийти в контакт с этой реальностью. Он будет длить отрицание. Отрицание похоже на потребительский кредит в ситуации, когда он тебе, этот уровень жизни реально не по карману. Да? То есть, когда ты берешь потребительский кредит на то, на что на самом деле, если честно, тебе не по карману. Потом ты берешь кредит, чтобы погасить этот кредит, потом еще и так далее, и так далее. Да? Поэтому отрицание имеет свою цену. Тот, кто долго сидит в отрицании, он в это время не принимает никаких решений. Хотя уже вообще-то нужно было бы. Да? Это имеет цену прямо в деньгах, да, буквально. То есть он теряет какие-то свои сбережения, которые мог бы, например, не потерять. Да? Но, к сожалению, тут такой всегда принцип, что дольше сидят в отрицании именно те, у кого меньше ресурсов. То есть это опять все тот же несправедливый принцип, который сформулирован был в теории стресса Стивена Хопфелла. Такая теория, которая объясняет научным языком то, что мы еще знаем из древнего текста. Да? У кого много, тому прибавится, у кого мало, того отнимется. Чем меньше ресурса, тем дольше человек в отрицании. Чем дольше он в отрицании, тем ниже качество принимаемых решений. Ниже качество принимаемых решений у него будет еще меньше ресурсов. Это так устроено, да? Несправедливо, но так. Поэтому эту работу надо делать. И те, кто сейчас в ужасе, потому что он понимает, что он потерял, я вас уверяю, через полгода, через год они будут в лучшей ситуации, чем те, кто сейчас говорит: а что такого, ничего не произошло, у меня нормально все. Просто потому, что они быстрее понимают, как новую реальность, если только они не провалятся в совсем панику, истерику, депрессию и так далее. Они быстрее понимают новую реальность, они быстрее будут принимать решения, и более зрячие это будут решения, как жить в этой новой реальности. Это первая часть, да, осознать, что мы потеряли. В любом кризисе так, да. Даже если это какой-то хороший кризис, например, не знаю, рождение ребенка, да, замечательное событие. Мы много при этом теряем. И бессмысленно держаться за это. Если ты будешь за это держаться и протестовать против этого, да что ж такое, да какой кошмар, я не могу сидеть с друзьями вечером в кафе, я не могу то, не могу это, да, ты будешь просто убиваться бессмысленно, да, бессмысленно убивать свою психику. Когда ты здраво понимаешь, что ближайшие несколько месяцев кафе с друзьями не будет, это нормально, это несколько месяцев, тебе легче будет, да, в этом адаптироваться. Вторая часть – это понять, что есть вещи, которых сейчас нет, но они могут вернуться. Это что, например? Что-то, например, что не останется вечно потерянным. Да? Я не знаю, в ковид, например, это была возможность ездить. Да? Сейчас нет, но она вернется. Сейчас мы с кем-то в разлуке, но потом мы найдем способ вернуться. Сейчас, не знаю, я не могу остаться у себя дома, потому что это опасно, но я верю, что пройдет какое-то время, я смогу вернуться. Да? То есть составить список, да, если перечень, да, всего того, что вернется. Да, сейчас я сижу в подвале, но я знаю, что это не будет... я не буду сидеть в подвале вечно. Наступит день, когда я приму ванну, лягу в нормальную постель, и будет тихо за окном. Да? То есть это тоже очень важно, да? Держаться за все то, что... по здравому смыслу, скорее всего, вернется. Понятно, с точностью до ядерной войны, после которой нам все равно уже будет, да? Мне как раз кажется, что кошмар сегодняшней ситуации основной заключается в том, что она абсолютно, то, что в английском называется unpredictable, да, она непредсказуема ни в какую сторону. Непредсказуема, да, но все равно, если мы мыслим какими-то статистическими вероятностями, любая война заканчивается. Да, любые события так или иначе трагически завершаются. Да? Вот сейчас 2,5 миллиона человек уже сейчас беженцев в Европе. Не останутся же они всегда беженцами.
Так или иначе у него будет когда-то нормальная жизнь. Может быть, не скоро, может быть, там, после тяжелых усилий, да, и так далее. Но так или иначе, по всему опыту предыдущему человечества, если не произойдет чего-то вообще из ряда вон, пусть нам будет опять все равно, да, так или иначе у него будет снова дом, тот же самый, да, отстроится, новый, да, у них снова будет... Сейчас нам очень трудно в это поверить в процессе кризиса. Нам кажется, что все, никогда больше ничего не будет. Но будет, да. Я много работала в 2015 году с коллегами, которые помогали беженцам. Они сами многие были беженцами, говорили о том, что вот мы все потеряли, да, мы построили там новый дом и успели только схватить ребенка, убежали. Мы начинали новый проект потрясающий, нам пришлось, ну и так далее, да. Ну, за это время у них все равно появился новый дом. Другой вопрос, что сейчас снова к ним же, да, часто все это пришло. У них появились новые проекты, у них появилась новая работа. Ну, то есть так или иначе, много из этого вернется. И про это важно думать, потому что это то, что держит. Это то, что будет. Потому что когда мы находимся внутри вот этих событий, у нас возникает такое туннельное видение. Нам кажется, что больше не будет никогда ничего хорошего. Ну и, наконец, третья группа, да, то, чего нужно провести инвентаризацию, это то, что у нас не может отнять никакой кризис. То, что не зависит от внешних обстоятельств. Это вот наши ценности. Это наше самоуважение. Это наше представление о себе. Это наше чувство к тем людям, которые нам дороги. Это наши какие-то идентичности важные, не знаю, профессиональные, там еще какие-то религиозные. Да, это то, что у нас никто не может отнять просто потому что, а как? Оно внутри нас. Никто не может там заставить перестать нас любить, наших детей, например, да, или там, верить во что-то или что-то еще. И это тоже очень важно, да, важно этот список прям, перечесть, да, перебрать, потому что когда все несется в тартарары, кажется, что у нас могут отнять все. Нет, все не могут. Что-то из этого можем сами отдать, но это уже наше будет проявление свободы воли. А в психологическом смысле кому легче будет приходить в себя после этой украинцам или русским? Ну, мы еще не знаем, как это все закончится, насколько это все продлится, но, безусловно, всегда, в каком-то смысле слова, конечно, всегда легче тому, кто чувствует свою правоту, тому, кто чувствует, что он защищает себя, что он ведет праведную битву, да, в каком-то смысле слова, то есть он защищает свое себя. Конечно, агрессору всегда тяжело. По крайней мере, если не отключаться совершенно от любых каких-то этических соображений. В России с чувством вины вообще не работают. Я сейчас не собираюсь размазать чувство вины на всех, но я имею в виду очень конкретную вещь. В 20 веке в России было огромное совершено преступление государства против людей, которое называется репрессии. Государство на государственном своем уровне никогда в жизни это не признало и не назвало вещи своими именами, то есть там, преступление преступлением, преступника преступником, там, покаяние покаянием. Хорошая новость в том, что сейчас наше общество совсем не так однородно, как было тогда. Да? Оно очень разное, поэтому... что значит не будет? Да? Кто запретит нам с вами, например, да, про это думать? А это важно. Нет, подождите, когда Сталин запрещен на государственном уровне вообще произносить, да, и, там, идеологии там, и так далее, это одна вещь. И тут, когда же есть кто-то несогласный, то он все равно подчиняется общим законам. Как с Гитлером. Да, Гитлер запрещен на всех уровнях в немецком обществе. И там есть люди, которые не согласны, но у них нет выбора. А другое дело, когда и на государственном уровне в том числе есть про дискуссии. Я думаю, что тут много всего намешано. Что касается вот этой истории про вину, то мы действительно про это мало очень говорим. И мы действительно, понимаете, про вину очень сложно говорить, потому что про вину можно говорить, если ты в чем-то очень устойчив. Если хотите такое, мне все время близки ассоциации из практики семейного психолога. То есть есть много людей, взрослых, клиентов, которые, например, работают со своим тяжелым детским опытом. Когда с ним плохо обращались, жестоко обращались, там, били, унижали, оскорбляли, оставляли и так далее, и так далее. Понятно, что человек уже взрослый, вроде как он уже не зависит от этого родителя, но он продолжает с ним некий внутренний диалог. И тут возможны разные варианты. Я знаю примеры, когда люди шли с этим к своим родителям,
родители говорили, ну, знаешь, тогда это не казалось таким плохим, все так делали, но вот сейчас я думаю, что очень жаль, что так было. У нас с тобой могли бы быть другие отношения. Или там я очень уставал, я ничего не соображал тогда, да. Мне жаль, что это было. И, конечно, это очень хорошо, когда так получается. То есть это значит, что у человека за это время был достаточно, ну, какая-то была такая жизнь, что позволила ему накопить достаточно какого-то ресурса, опоры, да, чтобы своему ребенку не провалиться в вину, не провалиться в оправдание и самозащиту, а признать факт. Ведь ребенку не нужно в этой ситуации, чтобы человек рвал на себе волосы, там, не знаю, умолял там, на коленях прощения и так далее. Все, что ребенку нужно, это чтобы родитель сказал: да, это было, ты не сумасшедший, не занимался газлайтингом, да? Ты не сумасшедший, тебе не показалось, ты не врешь, это было, я признаю это. И мне жаль. И если это получалось, то это, конечно, было грандиозным облегчением для людей. У них потом были, ну, я знаю примеры, когда были замечательные отношения с родителями, с которыми до этого человек не общался там по 20-30 лет вообще, потому что не мог простить того, как они себя вели с ним, когда он был ребенком. Но если вот этот разговор состоялся, через 20, через 30 лет после этого, они весь остаток жизни этого родителя, у них были замечательные, очень теплые отношения. Но это, прямо скажем, не то чтобы часто, да? Чаще всего люди проваливаются как раз либо в вину, а провал в вину он вызывает сразу обиду и агрессию. Да? Ну, не случайно даже сейчас вот мы видим, как много обсуждают то, что там, не знаю, нас обвиняют, а вот они нас всех обвиняют. Зачем они нас всех обвиняют? Вот там русофобия, не знаю, везде на буллинг. Да? Ну, какой буллинг, ребята? Ну, да, конечно, в таких ситуациях всегда есть моральная паника. И моральная паника развивается по своим законам. Угу. И в этих законах, да, пролетает часто совершенно вообще не тем, кому надо. И, в принципе, всегда обвинять легче того, кто обвиняется, а не того, кто морду кирпичом и вообще абсолютно доволен собой. Да? Это все так. Но когда мы сейчас 80% времени думаем о том, как нас обвинили, и как нас забулили и так далее, ну, это тоже не есть признак особого здоровья. Да? Это не хорошо и неправильно. Потому что, во-первых, все-таки, как бы нас там сейчас не обвинили, несправедливо и не обругали, страдаем сейчас в основном все-таки пока не мы, да? не мы тут главные бедняжки, прямо скажем, да? Давайте честно признаемся в этом. И, наверное, как-то можно отложить пока вот эти переживания по поводу того, кто там на нас козью морду сделал из-за того, что мы там на русском говорим. Да? Ну, как бы пока нас напрямую не атакуют. Да? Ну, это неприятно очень, это несправедливо часто, но вот давайте людям тоже дадим время адаптироваться к этому шоку, который устроили всему миру, да, и как-то вообще, ну, дождаться, да, когда подойдут, включатся в дело какие-то более тонкие структуры психики, чем вот эта вот паническая реакция cancel, да, все отменить вообще, вы все ненормальные, да, отменить вас всех. Ну, они тоже имеют право на шок. У нас есть шок, но у них тоже есть шок, да, пусть они тоже как-то это переварят. Вот. А во-вторых, пока мы думаем о своей вине, мы можем не думать о том, что на самом деле происходит, о тех, кому сейчас гораздо хуже, чем обвинение в интернете. А еще, что важно, да, что пока мы думаем о своей вине, мы сохраняем фантазию, мы не сталкиваемся с бессилием. То есть вот эти дети, которые пострадали от родителей, они могут бесконечно ходить к психотерапевтам и обсуждать, ну, предлагать обсудить, что я еще сделал не так, как мне себя вести. Вопрос, как мне себя вести с мамой? Как мне сделать, чтобы мама меня услышала? Как мне сделать, чтобы мама меня поняла? Да? То есть, а что я сделал не так? Наверное, я погорячился, не надо было так говорить. Но это же такая вот... За виной всегда стоит фантазия о всемогуществе. На самом деле я мог заслужить мамину любовь, но вот до сих пор у меня не получилось. Но если я очень постараюсь, а еще схожу к психологу, спрошу, как это лучше сделать, то тут-то, наконец-таки, мама скажет: ты же мой дорогой, да, как я тебя на самом деле люблю. И это такая иллюзия, ну, детская, понятно, да, ребенок последнее, что сдаст, последний бастион, который он сдаст, это свою надежду на то, что все-таки мама любит, да. Но эта иллюзия, она консервирует в этом очень надолго. И я знаю людей, клиентов, и не только клиентов, которые жизнь посвятили, чтобы заслужить мамину любовь, которую она не могла им дать в 5, не могла дать в 10, не могла дать в 15. Откуда она ее возьмет? В их 55 непонятно. Но они все держатся за эту надежду, да, и стараются.
Это грустная история, да, и в этом смысле постоянные рассуждения о вине, они помогают не сталкиваться с настоящей горечью и с настоящим разочарованием, и в каком-то смысле слова с настоящим взрослением. Потому что взросление тоже происходит через вот это через потерю, да, этого нет и больше не будет. И никак я не могу ничего с этим сделать, я никак не могу этого заслужить. Вот это наше понимание, что в нашей стране от нас ничего не зависит, вот на таком глобальном, на уровне таких глобальных решений, это, мне кажется, это какой-то необходимый элемент этого взросления. Вот это чувство горечи и бессилия, пока мы там строим какие-то иллюзии, да, что мы как бы живем нормальной жизнью, мы не застрахованы от такого. Это могло не произойти, да, могло не случиться. Мы могли и дальше жить, и все было бы нормально. А как так получилось, что у нас так и не вырос этот человек свободный, который верит, хотя бы верит в то, что от него что-то зависит в его стране? Тут очень важно не без крайности, да. Конечно, что-то зависит. То есть, понимаете, вот я когда-то писала в ЖЖ такую статью с названием пугающим «Рак или струп», да? Да. Потому что я все время ходила, и у меня все время было такое двойственное чувство, да. Иногда фокус внимания был на всем том, что растет и развивается. И действительно, за последние десятилетия в нашей стране был невероятный рост и развитие много чего. Да? И НКО, и благотворительности, и каких-то гражданских инициатив, и просто обычного такого житейского благополучия, да? Когда люди, делали ремонт, делали себе красиво. Думали целые города какими красивыми становились, например, Казань. Города становились красивыми, люди как-то наряжались, занимались своим здоровьем, интересовались, как им строить отношения в семье, да? Как им воспитывать детей, не палкой, а как по-другому. Как им отличить Ван Гога от Гогена. Да, как с мужем не ругаться, а как по-человечески, да, и так далее. То есть это было огромное такое развитие, да, и над этим всем была вот эта ограничивающая такая нахлобучка, совершенно какой-то архаичный, не соответствующий этому обществу власти, вот этого режима, собственно говоря, да, который вообще никак, с другой жизнью, по другим правилам, другой логикой, другими ценностями. И в какие-то моменты казалось, что это как, когда коленку собьешь, да, вот эта болячка просто когда-то под здоровым ростом ткани отвалится, и все. Да, потому что снизу растет здоровая ткань. А в какие-то другие моменты, да, в одной и той же стране, в одно и то же время, казалось, что вся вот эта здоровая ткань – это иллюзия, а на самом деле изнутри там онкология и метастазы. И человек с метастазами может выглядеть очень вполне себе симпатично, да, и активно, да, но на самом деле он уже весь пронизан этим. И я помню, знаете, как в детстве была такая игрушка, когда как голограмма, что ли, да, когда вот так вот крутишь, и то одна картинка, то другая, да, календарики такие, и ручки такие были, календарики, то одна картинка, то другая. И вот я помню, что я ходила, смотрела вокруг, там какие-то новости читала, общалась с людьми, у меня все время было ощущение вот этой вот меняющейся картинки. Вроде как одни и те же события, но то я вижу здоровое развитие и сверху болячку, которая отвалится, то я вижу внешнее благополучие, похорошела Москва или что там похорошело, да, а внутри все изъедено вот этими. И я не знаю, что из этого правда. Я и сейчас не знаю, что из этого правда. Как будто и то, и другое. И как посмотреть. И да, вот то, что произошло, оно вообще могло не произойти. И у этого нет какой-то такой предопределенности. Не случайно же, да, для стольких людей это было шоком, и многие не предсказывали, и ничего такого. Я бы здесь не говорила о том, что от нас ничего не зависит, или мы какие-то другие люди, или что-то еще. Да, просто это очень сложные системы. Общество – это очень сложная система. И там столько всяких факторов, и столько вот этих взаимосвязей, и столько все переплетается, что невозможно. Там нет вот этих причинно-следственных каких-то простых таких историй. Что эти такие, а эти такие, вот все поэтому. Не так. Еще есть такой удивительный момент, это как сталкивается культура отмены с русским характером. Западу кажется, что когда он все отменяет, то
народ поймет в России, что вот, ну, как-то пора переходить к каким-то другим, видимо, действиям. Ну, видимо, такая логика, да? А русский человек, я прошу прощения, даже в России была придумана поговорка про то, что нас ебут, а мы крепчаем. И русский человек воспринимает эти санкции и все эти многочисленные отмены как вызов. Я бы сказала, что даже как подтверждение своей картины мира. Да? Да. Вот я вижу тут стратегии привязанности. И ту историю, которую нам сейчас рассказывают, да, про то, что они бы напали на нас, если бы мы не напали, там, и так далее. Все там со всех сторон русофобия, вот это все, да, это... И пусть они знают, вот, прям много такого звучит, такого мстительного какого-то, ну, вот это, что там нравится, не нравится, да, вот это терпи, красавица, вот это такое мстительно-садистическое в сочетании с паранояльным. Это, собственно говоря, и есть вот эта вот стратегия, собственно говоря, так и называется, да, мстительно-паранояльная. Она бывает я и наблюдала у некоторых приемных детей с очень тяжелым бэкграундом, да, с какими-то многочисленными отказами, перемещениями. Да. То есть когда человек застревает вот в этом чувстве, что весь мир сволочи, весь мир против меня, и при этом подстраивается идея, что все, что я делаю, потому что виноват не я, а они. Вот, можно вспомнить какие-то яркие презентации. Если помните мюзикл «Чикаго», там вот был такой тюремное танго, да, когда женщины пели, убийцы вот эти, да, они нарвались. И будь вы сами на нашем месте, вы поступили бы так, как мы. Да? Я делаю все плохое только потому, что меня вынудили. Я не беру ответственность ни за что вообще. Никогда, ни в чем я не виноват. Все плохое, что я сделал, потому что они меня заставили. Это все они. Это они напали. И эта картинка, она очень затягивающая. И она настолько выгодная. Ну, естественно, люди с таким расстройством, они сами за помощью не обращаются. Их близкие готовы повеситься, да, потому что это невозможно с таким жить. Они там обращаются и просят чем-то помочь. Но сами они не обращаются, потому что эта картинка настолько удобна и настолько вообще решает все проблемы, что ты там в ней очень даже неплохо окапываешься. И понятно, что она возникает, к ней присоединяются не от хорошей жизни, если говорить про прошлый опыт. То есть для того, чтобы присоединиться к такой картинке, обычно люди имеют не очень веселый детский опыт. У нас большая часть страны имеет не очень веселый детский опыт, прямо скажем. Да? И вот эта вот бредово-мстительная стратегия, бредово-мстительная картина мира, она для кого-то является просто частью клинической картины, да? А для остальных она является таким мощным центром присоединения, который в каком-то смысле очень сладостно слится. Потому что это вот идея, что это вот не просто я как-то поступил, а все бы на наш... То есть это такое зеркало Канта, да, когда он говорил, что максима поведения должна быть максима для всех, а вот в этой паранояльно-мстительной картине мира переворот идет такой. Да, я совершил какой-то там поступок, который вы называете плохим, но ведь это не я, это меня вынудили, у меня не было другого выхода. Любой насильник вам так скажет, да, у меня не было другого выхода, она меня довела. Как мне было не расхреначить ей лицо, да, она меня довела. Знаете, что она мне сказала? Вы знаете, как она вообще на меня посмотрела? Как было ее не шваркнуть головой в батарею? Да вы бы тоже на моем месте так бы сделали. Да любой бы уважающий себя мужчина. И начинается возведение в максимум. Это не я там сорвался, это не я там что-то делал. Возведение в максимум. Да? Это такая антиэтика. Это жуткая вещь. И она обладает очень большим таким черным притяжением, да? Черным обаянием. И люди, у которых не очень хорошо на душе, они очень легко под это обаяние попадают. Кто не может опереться, да, на тех, кого он любит, на тех, кто им дорог, на какие-то свои ценности, это подсасывает, как пылесос такой. А получается же, да, что так ни одно поколение и не смогло родиться, повзрослеть, вырасти и состариться без подножки. Это это боль. Только как-то начало это все как-то выстраиваться, восстанавливаться, да, другие отношения у родителей, детей, в семьи, которые жили не на пределе возможностей, не выживали, а жили, не все, да, многие по-прежнему тяжело очень, но
все-таки появлялись семьи, которые как-то вот обустраивали жизнь, да, и жили, да, и уже решив какие-то самые базовые вопросы, задавались вопросами о том, как строить отношения, как там расти детей и так далее. И сейчас, к сожалению, это все очень сильно подкошено. Я пока сложно оценить, в какой степени, но подозреваю, что в сильной. Кроме того, есть, если так сложить 2 века, то получается еще и калька, да, потому что многие люди, я аккуратно скажу, многие люди, потому что никто еще не посчитал, сколько этих людей, они вот в эти вот несколько недель встали, собрали вещи и уехали из России. Их никто, в общем, физически не гнал, но они приняли это решение, видимо, оно было очень эмоциональным, и многие, их обвиняют оставшиеся многие в том, что они едут на что-то готовое, но, насколько я понимаю, большинство из них едет в никуда. Конечно, это было... И что там неизвестно, у кого будет жизнь тяжелее. Конечно, это было очень у многих такое вот спонтанное решение. Кто-то боялся за детей там, и боялся призыва, да, у кого-то сработал. У нас же всех трансгенерационные травмы еще к тому же. Да? У нас у всех и в истории семьи были какие-то такого рода события. Кто-то в этой ситуации закрывается от мира, замолкает, закрывает все контакты, да, и пытается выжить какой-то тихой, незаметной частной жизнью. Кто-то пытается прибиться к сапогу и идентифицироваться с агрессором, да, и громче него самого кричать. Кто-то пытается схватить, что получится, да, там деньги, документы детей, котов, и бежать. Тут отдельный вопрос, можно понаблюдать за собой, как это связано с нашим семейным опытом, что нашим предкам помогало когда-то выжить. Кто-то отдает все деньги в этой ситуации, как теряет их тем или иным способом, там, отдает, теряет, да, потому что остаться тем в кризисе, кто имеет деньги, это смертельно опасно, да, для семьи. Кто-то, наоборот, да, отключается от всего и уходит в профессию. Мы знаем все эти стратегии выживания по нашим бабушкам, дедушкам, прабабушкам, прадедушкам, как, за счет чего они выживали, что их спасло. И все эти стратегии, конечно, они сейчас оживают, и сейчас это те выборы, они влияют на те выборы, которые мы сейчас делаем. Может ли быть так, что это вот мы повторяем тот же самый урок до тех пор, пока не выучим его хорошо? В принципе, да, любая семья в широком смысле слова, да, это структура, система, да, которая заточена на то, чтобы продолжиться. Главная задача любой семьи в широком смысле слова, да, не маленькой семьи, там, мама, папа и ребенок, да, вот рода, да, это задача продолжиться. Поэтому любой род запоминает все те стратегии, которые когда-то спасли жизнь его членам. Запоминает прям накрепко, да, то, что сработало. И это хранится, безусловно, вот в этой памяти, и оно оживает, как только начинаются новые кризисные времена. Другой вопрос, что эти стратегии могут быть к новым обстоятельствам не подходить. Тогда-то они сработали, а сейчас могут быть другие. Поэтому они могут быть когда-то ресурсом, а могут быть когда-то подставой. Да? Когда ты делаешь то, что делал твой прадед в этой ситуации, а оно прям вот сейчас совсем не кстати. Поэтому мне кажется, что тут самое разумное – это их знать. В этом смысле всегда полезно знать историю своей семьи, в том числе поведение в кризисных моментах, да? Кто что делал. И когда ты принимаешь решение вот в этой волне стресса, спрашивать себя, это вот сейчас мне дедушка подсказывает, а это то, что дедушка подсказывает, это как? Это в какой-то ситуации это может быть хорошо и правильно, и спасибо дедушке, а в какой-то ситуации это может быть неадекватно. И тут уже включать свой здравый смысл, да, и свою логику, и как-то к этому относиться по-хозяйски, да, всегда, чтобы это не было то, что со мной происходит, а было какой-то частью моего внутреннего процесса. Как вы сами себя сохраняете? То есть у вас, по идее, профессия утешающая, да, и в вас должны находить опору те, кому совсем плохо. А где вы находите опору? Я не думаю, что профессия утешающая. Я так как раз не думаю. У меня за последнее время много мне предъявляли претензий, почему вы нагнетаете, психолог должен успокаивать. Я так не считаю, что психолог должен успокаивать. Я не знаю, что бы мы сказали о человеке, о враче, к которому пришел человек, он там провел обследование, не знаю, обнаружил что-то серьезное и говорит, вы, главное, не расстраивайтесь, дорогой, ничего страшного.
Ну, вот витаминчики попейте, знаете, погуляйте, вот это вот все, да, не нервничайте, и все будет хорошо. А там, на самом деле, развивается там, не знаю, злокачественный процесс, да. Но мы бы не сказали, что это хороший профессионал. Это какое-то вульгарное понимание психологии, которое в последнее время сформировалось, да, что задача психолога говорить все хорошо, не расстраивайтесь, будет хорошо. Вас вылечит, позитивно, в ресурсе, в потоке, вот это вот все. Но это очень вульгарная психология. На самом деле задача психологической помощи – это для человека увеличение свободы. Ну, в моем понимании, да, что делает психолог, психотерапевт, там, он позволяет человеку быть более свободным. То есть то, что его ограничивало, какие-то ограничивающие убеждения, там, как ни назови, там, в разных подходах, там, какие-то комплексы, какие-то эмоциональные процессы, какие-то там бедные стратегии или что-то еще, да, это как-то ослабить схватку, да, там, расширить, создать новые возможности, переработать какой-то тяжелый опыт, да, рассмотреть для себя вариант других каких-то вариантов действий и так далее. То есть это увеличение свободы. И адекватность восприятия реальности – это важнейшее условие увеличения свободы. Какой у тебя свобода, если ты не понимаешь, что происходит вокруг, и ты живешь в иллюзорной реальности? Поэтому мне кажется, что сейчас вовсе не стоит передо мной, например, задача всем говорить: «О, хорошо будет, ничего страшного не происходит, это все быстро наладится» и так далее. Наоборот, чем быстрее люди поймут, что все очень серьезно, и те риски, которые есть, и то, что стоит сейчас на весах, да, тем они будут свободнее, потому что они будут более адекватно воспринимать реальность и будут принимать более зрячие решения, соответственно, более для себя полезные. Поэтому я не считаю, что мой долг успокаивать, да, и я не считаю, что в этой ситуации нормально сохранять спокойствие, потому что психологи очень часто работают с невротической тревогой. То есть в ситуациях, когда человек тревожится больше, чем того стоит. Ситуация не очень серьезная, не знаю, выступление на совещании, да, а тревоги как будто бы конец света. Извините, когда правда конец света, довольно странно говорить: все хорошо. Это не значит, что нужно паниковать, опять-таки терять стержень, но все те чувства, которые мы сейчас испытываем, и тревога, и гнев, и все, да, они абсолютно уместные, они абсолютно адекватные ситуации, потому что действительно происходят из ряда вон выходящие события. И они нормальны. Я пытаюсь проговаривать людям, что происходит со мной, с ними, да, вот, потому что особенно мы беззащитны, когда наши чувства образуют такой вот ком, смутно смятый ком. И одновременно все, и я не понимаю, что со мной происходит, мне как-то вот в общем и целом плохо. Когда нам помогают, что мы детям делаем, да, когда ребенку плохо? Ты перепугался, ты расстроился, да, мы ему помогаем словами рассказать о том, что с ним происходит. Точно так же человеку, который в стрессовом состоянии, очень важно, чтобы кто-то помог словами проговорить: с одной стороны, я чувствую это, с другой стороны, я чувствую это я чувствую потому-то, это я чувствую это нормально, да? То есть как это в теле ощущается, как это влияет на сон, еду, на самочувствие, на все остальное, да? То есть это важно проговаривать, потому что когда мы проговариваем, мы овладеваем этими процессами. Уже мы не жертва этой воронки эмоциональной, а мы те, у кого эти переживания. И когда мы говорим и думаем о переживаниях, как о моих переживаниях, не что-то, что меня схватило, закрутило, куда-то понесло, а то, что я проживаю. Естественно, мы в более субъектной позиции, и мы больше сохраняемся. Плюс, когда мы слышим, что другие люди переживают то же самое, то нам становится легче, потому что нет вот этого ощущения, что я один, я в изоляции, весь мир сошел с ума, я один маленький, одинокий, тут среди этого дурдома нахожусь. Когда другие люди говорят: я тоже плачу, я тоже злюсь, я тоже в недоумении, я тоже мечтаю проснуться и понять, что это был дурной сон, да, мы понимаем, я не один. Есть другие люди. Это как валидизация переживаний происходит. То, что со мной происходит, нормально, другие люди из моей какой-то там референтной группы, те, кого я знаю, мои там друзья, родные, коллеги и так далее, они тоже чувствуют то же самое, да, значит, я нормальный. Это вот тоже, мне кажется, важно, чтобы сейчас помогающие специалисты, не обязательно только психологи, разные помогающие специалисты, да, чтобы тоже людям вот в этом помогали, да, валидизировать их переживания, нормализовать переживания. Ситуацию нормализовать мы не можем, но нормализовать переживания.
Потому что сейчас мы в ситуации не когда мы ненормальные, а когда у нас нормальная реакция на ненормальные обстоятельства. Это то, что постоянно приходится объяснять про приемных детей. Потому что иногда поведение ребенка с очень тяжелым травматичным опытом, оно выглядит как ненормальное. Его начинают таскать по психиатрам и так далее. И то, что приходится объяснять иногда приемным родителям, иногда педагогам, это не ребенок ненормальный. Это у него выработались реакции, стратегии, выработалось поведение на ненормальные обстоятельства. И в тех ненормальных обстоятельствах эти чувства, это поведение, это его линии, то, что он научился делать в этих ситуациях, оно было нормально адаптивно. И вот сейчас оно у нас есть. Это позволяет хотя бы какие-то вешки удержать на местах, чтобы не поехать совсем. Это прям важно. Плюс то, о чем мы уже говорили, мы не существуем отдельно от тела, от всего остального. Чем выше стрессовая нагрузка, тем важнее любые какие-то практики заботы о себе. Но это важно вместе. Я сейчас сталкивалась с тем, что кто-то из психологов начал сразу говорить о том, что позаботьтесь о себе, дышите и так далее, и так далее. У людей это вызывало раздражение часто, потому что как будто бы это какой-то такой бегство с поля боя, можно сказать, с поля боя переживаний. Происходит такой кошмар, у меня этическое экзистенциальное потрясение, а мне говорят: успокойся, посиди, подыши и так далее. Оно работает, когда оно после признания валидизации чувств. То есть все-таки сначала валидизация чувств, сначала тебе есть из-за чего быть потрясенным, у тебя есть для этого основания. Это плохо, это зло, это неправильно то, что происходит. Когда мы сначала присоединяемся и валидизируем, и называем вещи своими именами, после этого, после первого шока, столкновения с этим, через какое-то время, там разные есть теории, считается, что примерно после 5-6 дня человек выходит из такого адреналинового супермобилизации, и тут он уже может воспользоваться всеми этими замечательными советами про тепло, теплое питье, дыхание, контакт с телом и так далее. Но важно, чтобы он это сделал, потому что если он останется в этом ощущении, мир рушится. Одна крайность, пусть весь мир рухнет, лишь бы мне чаю попить, А другая крайность – это когда мир рушится, какой может быть чай? Чай должен быть, потому что мир рушится, то ли рухнет, то ли не рухнет до конца. Сначала порушится, потом начнет выстраиваться, а мы должны быть способны дожить до этого времени. Желательно не окаменев, не одеревенев, сохранив контакт с своим телом и своими потребностями. Вы справились со своим стрессом? Это нереально с ним справиться за это время полностью. Тут тоже нет крайности, нет того, кто прям совсем справился, нет того, кто прям совсем не справился. Совсем не справился, это что? Я не знаю, в психоз ушел, или лег и умер. Все справились в какой-то степени. И все справились, сегодня утром кажется, что справился, а вечером опять думаешь, нет, Это же такой динамический процесс. Все в какой-то степени. Мне проще в чем? Все-таки, профессиональные знания помогают, что какая-то твоя часть переживает, какая-то твоя часть раскладывает по полочкам то, что ты наблюдаешь у себя и у других, У меня, как я уже говорила, нет в ближнем окружении никого, с кем мне надо было бы решать этот вопрос, продолжать отношения, не продолжать отношения, Это очень мучительно. Я очень сочувствую всем, кто в этой ситуации. Этой истощающей истории нет. Есть все равно какие-то обязательства, какая-то продолжающая хелперская деятельность, она, как мы уже говорили, работать можно в любом состоянии. Это то, в чем я хорошо убедилась за время работы. Работать можно в любом состоянии. С температурой, с депрессией, со стрессом. В общем, примерно в любом. Не знаю, в коме не пробовала. То есть вы продолжаете работать? Да, когда работаешь, то как-то, в общем, какие-то твои части личности функционируют все равно хорошо. Как-то так. Плюс, чай. Как вы видите себе продолжение своей деятельности? Я сейчас думаю о каком-то проекте, кроме того, что мы будем продолжать все, что можно продолжать до тех пор, пока это будет можно. Естественно, уже сейчас начались сложности финансовые. Я увидела у вас пост с поддержкой благотворительных организаций. Хочу прям очень к нему присоединиться, потому что все-таки сейчас, понятно, всем тяжело. Если мы представим себе, что еще и сейчас кто-то, например, с больным человеком, какой-то тяжелый диагноз, больной ребенок, и в этом всем
с этими всеми растущими ценами на лекарства, там, да, с непонятными платежами и так далее, то это прям вообще караул. Да? Поэтому очень хочется, чтобы люди, несмотря ни на что, не переставали помогать. Есть же сторона, которая обвиняющая, да, и тебе она говорит, что как можно помогать фондам страны, которая совершает там, в другом месте преступление. Это очень сложный дискурс, когда ты пытаешься объяснить, что ну, вот конкретно дети, конкретно больные, конкретно старики, там еще кто-то. Нет, не существует коллективной вины. На любой войне разделяются те, кто ведут военные действия, и мирное население. И что бы ни происходило с военными действиями, ну, по крайней мере, в норме так, да, понятно, что это нарушается постоянно, там, особенно в 20 веке, вот уже в 21-м. Все-таки есть такая идея, что мирное население не должно от этого страдать, по возможности. Есть люди, которые находятся в уязвимой ситуации. И, там, пожилые, сироты, люди с заболеваниями и так далее, и так далее. Что бы ни происходило в мире, какие бы ни происходили, кто бы ни был прав, неправ, да, какие бы ни происходили катаклизмы, да, они никуда не деваются. Никакой детский рак не рассосется от того, что кто-то напал на кого-то, да, и кто-то при этом там, ужасно неправ, и весь мир его осудил, но, к сожалению, заболевание от этого не исчезнет. И это никуда не девается. Поэтому с этим мне очень важно вообще помнить, что есть люди, которым, как бы нам ни было всем плохо, в этой ситуации еще хуже. И там, где люди находятся в непосредственной угрозе, среди беженцев есть те, кому еще хуже, чем всем остальным беженцам, потому что они беженцы, например, с тяжело больным человеком. Да? И среди тех, кто не беженцы, тоже есть люди, которым среди всего этого еще хуже, потому что у них, кроме всего прочего, есть больные люди, у них есть какие-то задачи, которых невозможно решить своими силами, где они привыкли рассчитывать на все-таки какую-то, и должны рассчитывать на помощь там, либо государства, либо общества, либо НКО, а все эти структуры сейчас не в лучшем виде, и пока непонятно, как они будут функционировать и так далее. Поэтому мне кажется, что уязвимые люди в уязвимом положении должны быть выведены из этих разборок. Совершенно неважно, каково их гражданство, совершенно неважно, какова их позиция. Они имеют право на помощь, потому что если мы начнем делить достойных помощи на недостойных помощи в зависимости от того, какой у них паспорт, какая у них национальность, или там, даже за кого они голосовали когда-то, или что они думают по такому-то вопросу, то мы просто потеряем человеческий облик очень быстро. В России существует практика президентских грантов. И чтобы мы не говорили про то, что это наши деньги там, и так далее, все равно распределением президентских грантов занимается государство. И государство вполне может сказать, что я не дам президентский грант, я государство, благотворительная организация, руководитель, который меня не поддержал. Имеет право государство такое сказать? Может. Право не имеет, но может. Фонд остается без поддержки. Это ставит руководителя благотворительной организации в очень сложный такой вот выбор Софи. Да, конечно. То есть он или говорит то, что он думает, или то, что считает нужным сказать, или не говорит, понимая, что этот президентский грант поможет ему помочь кому-то. Да. Как должен поступить руководитель? Каждый тут сам решает. Для меня здесь, во-первых, что важно, да, я совершенно не считаю, что полученные таким образом деньги – это какие-то там неправильные и так далее. Из всего того, что отнимают у населения России, да, всякими праведными и неправедными способами, если хоть часть пойдет не на дворцы, а на вот все способы, которые обеспечивают эту часть, чтобы она пошла на хорошее, они хороши. Поэтому, с одной стороны, для меня такая позиция, я точно совершенно без зазрения совести буду подавать, например, как условный, да, руководитель НКО, на президентский грант, при этом совершенно одновременно не считаю, что это обязывает какой-то поддержки или чего-то еще. Почему? Потому что если в зависимости от отсутствия поддержки тот, кто принимает решение, лишает денег благополучателей, извините, это его ответственность и его вина. Мне кажется, тут очень четко нужно разделять ответственность. Да? Не надо в заложники-то идти. Понятно, что человеку,
всякая бывает ситуация, да, там, я не работаю с настолько незащищенными клиентами, как, например, там, семьи, у которых там дети с раком, да. Понятно, что там цена вопроса очень высокая. И поэтому внутри ситуации человеку виднее. Мне кажется, никто не имеет права тут со стороны говорить ему, как ему нужно. Но что бы он ни решил, как мы не можем со стороны заложника, да, осуждать за его решение подчиниться или не подчиниться. Кто-то, не знаю, гордо плюнет в морду насильнику, да, а кто-то выполнит его условия, потому что, не знаю, тут приставит нож к горлу ребенка. Кто со стороны может сказать, что так надо было делать или по-другому. Внутри ситуации человек вынужден, раз уж мы не смогли вот этого защитить от этой ситуации, да, чтобы к его горлу его ребенка не был приставлен нож, значит, он как-то будет выкарабкиваться. Что мы тут можем? Мы можем только после этого сделать все от нас зависит, чтобы наказать насильника, а этого человека как-то, не знаю, обнять, утешить и восстановить его после пережитой травмы его ребенка. Кто мы такие, чтобы после этого морализаторствовать? Да? Просто мне важно, чтобы в любой момент этих рассуждений у нас была идея в голове, что все-таки виноват не тот, кто подчинился, а тот, кто приставил нож. Тот, кто ставит помощь больным детям в зависимости от каких-то слов какого-то человека. Вот у него с головой, да, и с совестью большие проблемы. И виноват он полностью, на 100%. А как человек в этой ситуации, тот, который оказался в заложниках, что мы можем сделать? Только думать о том, что мы его не защитили, соответственно, чем мы можем ему помочь. О чем еще можем думать? Для вас лично стоит вопрос о том, работать в нынешней России, продолжать работать или нет? Для меня не стоит вопрос, продолжать или не продолжать работать. Мне в каком-то смысле все равно, да, где работать. Я работала в Украине, я работала в России, я могу где угодно работать, потому что хелперство в этом смысле, оно универсально. Так же, как врачи работают везде, да, и священники, да, также люди помогающих профессий работают везде. Я не понимаю, как, может быть, обвести какую-то территорию на карте, да, и сказать, что а на этой территории люди не нуждаются во врачах или в психологах. Так не бывает. Я не очень понимаю, как можно какую-то территорию, каких-то людей по любым обстоятельствам объявить недостойными помощи. Да? То есть это нелогично. У вас есть какие-то очень краткосрочные мечты? Я думаю, что краткосрочная мечта сейчас у всех примерно одинаковая, да, чтобы перестали стрелять и бомбить. И для меня, знаете, вся эта история про то, что мы в последнее время много говорим, что очень много магического мышления, да, очень много всех этих каких-то марафонов желаний, не знаю, всякие астрологии, и всего дыхания маткой и всего прочего, да. Никого не хочу обидеть, но да, много всего этого, да. Но, к сожалению, эти все ситуации, они такой пример торжества махрового материализма, да, потому что если бы наши мечты имели силу, если бы наши проклятия имели силу, если бы наши заветные желания так напрямую реализовывались, если бы можно было так накрыть куполом, да, это все. Наверное, уже такое количество людей сейчас этого хотят, что это бы случилось. Но, к сожалению, похоже, что это так, по крайней мере, так буквально это не работает. Краткосрочная мечта сейчас у любого, мне кажется, нормального человека может быть только одна, чтобы прекратили убивать людей. Выберите, пожалуйста, милосердие или справедливость? Справедливость – это вообще такая очень... Милосердие – это хотя бы какая-то понятная история. Да? То есть кому-то плохо, ты ему постараешься помочь. Справедливость – это настолько субъективно. То, что справедливо для одного, то для другого несправедливо. А с этой стороны, а с той стороны. Мне ни то, ни другое не особо интересно. Это оба понятия какие-то довольно... плоские, что ли, я не знаю. Свобода или стабильность? Свобода и стабильность. Свобода и стабильность не противоречат друг другу. Стабильность развития противоречит, наверное, да, а свобода, оно такое немножко про другое. Свобода – это возможность. В России последнего времени все время прикручивали свободу, оправдывая это тем, что у нас наконец наступила стабильность. Не расшатывайте лодку, говорили нам. Это манипуляция. Это манипуляция, потому что стабильности противостоит развитие. А очень стабильные, как раз очень свободные страны. Самые свободные политические страны, самые стабильные. У них живут и живут, меняют одного на другого президента, и ничего у них, никаких ни потрясений, ни революций, ничего. Свобода не противоречит стабильности. Правда или безопасность?
Мне вот сложно, я зануда, да, я начинаю сразу думать как бы про семантическую составляющую, мне непонятно, почему это противопоставление. Мы не говорим вам правду ради вашей безопасности. Правда безопаснее обычно. Ну, скажем так, опять-таки, как психолог, я знаю, что правда безопаснее, чем неправда. Ну, взять хоть ту же тайну усыновления, да? Правда безопаснее, чем неправда. Ну, бывают какие-то ситуации, когда правда опаснее, чем неправда, когда буквально там, не знаю, пистолет наставили и спрашивают, куда пошли партизаны. Ну, я не знаю, как такие вот ситуации в голове появляются экстремальные. Но в нормальной жизни вообще-то правда безопаснее. Правда и безопасность – это чем ты правильнее, ну, адекватнее описываешь ситуацию и видишь ее, тем, в общем, в целом всем безопаснее. Чего вы боитесь? Ну, как все, наверное, да, каких-то угроз жизни, здоровью, близким. Ничего оригинального я тут вам не отвечу. У вас не появилось сейчас новых страхов? За себя, за близких? Нет, ну, сама ситуация в каком-то смысле опережает страх. Угу. То есть страх – это когда ты предполагаешь, что будет что-то плохое, и думаешь, ой, блин, неужели будет что-то плохое? А тут оно плохое случается раньше, чем ты успел побояться этого, да? Оно опережает. Поэтому пока я, ну, как сказать, как все, наверное, да, пока только так с трудом успеваешь вообще осознавать, да, происходящее. Где мы с вами увидимся через год? Ну, давайте выберем какое-нибудь приятное место. Какое предлагаете? Москва подойдет? Неплохо было бы. Да, неплохо было бы. Причем, чтобы нам там было хорошо, безопасно. А вы в это верите? Ну, опять-таки, вы знаете, сейчас настолько это все трудно прогнозируемо. Ну, почему нет? Да, вполне. Это вполне возможно. Это не гарантированно, но это вполне возможно. Почему нет? Точно так же, как возможно, к сожалению, и другое. Thank you.